Есть курорты, которые пытаются тебя удивить, а есть курорты, которые просто дают спокойно пожить у моря. И вот Хуа-Хин как раз таки второй вариант. В этом видео поделюсь своими впечатлениями, расскажу, как туда добраться, сколько стоит жизнь, какие там пляжи, кто там живет и кому вообще может подойти этот город. Присаживайтесь поудобнее, мы начинаем. Первое, о чем хочется рассказать, это как туда добраться. Я добирался из аэропорта Суварнабхуми. Есть несколько способов. Можно добраться на автобусе, на такси, на поезде. Я выбрал на автобусе, потому что это самый оптимальный вариант. Он идет как раз таки из аэропорта, и рейсы ходят каждый час, но можно проверить расписание на сайте о количестве билетов, ценах и время прибытия. Этим же способом можно добраться обратно в аэропорт. Продолжительность поездки в Хуа-Хин составила примерно 4-4,5 часа, потому что мы выехали вечером. А утром, когда я добирался обратно, мы доехали всего лишь за 3. Цена билета, что в одну, что в другую сторону, обошлась всего лишь 325 бат. Это $10,5. Интересный факт. У города есть свой аэропорт, но он необычный. Отсюда летают только в основном внутренние рейсы в Чангмай, на север Таиланда. Раньше были рейсы на Пхукет и даже в Куала-Лумпур, но это зависело от сезона. А вообще немного странно, да? Почему у такого курортного и спокойного города маленький аэропорт, который работает всего лишь несколько раз в неделю? Я добрался туда к вечеру и в это время уже ничего не смог отснять, потому что много что уже было закрыто. И на следующее утро, когда я поехал по своим делам, я был крайне удивлен от города, потому что вроде бы как курорт, а где все? Почему в этом городе так тихо, так спокойно? Никого на улицах нет, ни местных, ни экспатов, никого. Днем просто такое ощущение, что город как будто бы после апокалипсиса. Никакой суеты, никаких спешек. Все спокойно куда-то едут по своим делам. И через какое-то время я понял, это не место для ярких эмоций, это место для спокойной жизни. Но почему я выбрал именно Хуа-Хин? Очень просто. Чем меньше город, тем меньше проблем. А моя проблема состояла в том, чтобы перевосстановить водительские права. Об этом смотрите выпуск на моем канале, ссылочку оставил в описании. Но так как у меня не было водительских прав на тот момент, управлять байком я там не мог. Теоретически, конечно, мог, но этого я делать категорически не стал бы. И я пользовался двумя сервисами по передвижению. Это Bolt и Grab. Сейчас расскажу, в чем их отличие, быстренько. Сервис Bolt, он больше сфокусирован на тайцах. Я имею в виду, он там популярнее, чем Grab. Но Grab дешевле. Второй момент, по ожиданию. Конечно же, Bolt приедет быстрее, чем Grab. Тут уже вы решаете. Хотите сэкономить, но надо будет ожидать дольше. Город настолько маленький, что за все время, которое я там пользовался услугами такси, ко мне приезжал 3 раза один и тот же водитель, причем в разное время суток и в разные дни. Но в целом на байке перемещаться куда было удобнее, чем на машине. Потому что как будто быстрее, с ветерочком, красивые можно сделать кадры, и у тебя кругозор, соответственно, шире. Но иногда вызвать машину было выгоднее, чем вызвать байк. В любое время дня и ночи в городе абсолютно нет пробок. Это потрясающе. Я остановился в этом городе всего лишь на 4 ночи. И за это все время я питался где-нибудь аутсайд. В 7-Eleven, в кафешках, заказывал доставку, ходил на ночные маркеты, фудкорты и в целом везде, где попадалось что-нибудь интересное, что-нибудь прикольное. Средний чек за блюдо составлял примерно 70-100 бат, это $2,5-3,5. Но маленький нюансик, большинство кафе и ресторанов не принимают банковские карты, только перевод на тайский счет. Соответственно, я платил кэшем. Но в какой-то момент я для себя нашел очень классное решение. Доставка еды, что в принципе выходило мне примерно так же, как и поесть где-нибудь аутсайд. Потому что там, где я жил довольно-таки далековато от центра. Там не было ни кафе, ни рестиков, ни торгового центра, ничего. Только через дорогу был 7-Eleven. Но, как мы все с вами понимаем, в 7-Eleven ты не сможешь питаться каждый день. И доставка очень выручала меня в этот момент. В целом, если вы живете где-нибудь близко к центру, у вас проблем с едой не будет. Точнее, с ее доступностью, потому что там есть рядом торговые центры, фудкорты, кафе, рестораны, все в доступности, все там есть. Но что больше всего мне понравилось, это ночные фудкорты. Ночной стритфуд, ночные маркеты и выбор навалом. Все, что хотите, от морепродуктов до разных всяких десертов. Количество посетителей на этих фудкортах всегда вечером зашкаливает. Просто будьте к этому готовы, это классно, туда стоит сходить, на ночные маркеты. Рекомендацион. А цены в среднем везде одинаковые, как и во всем Таиланде. Что в Бангкоке, что в Пхукете, что в Чангмае. Везде, в принципе, еда стоит 70-100 бат средний чек. Здесь меньше ощущения гастрономического приключения, больше обычного комфортного питания. Люди и атмосфера. Население этого города около 85 тысяч человек. Город с более спокойной атмосферой, чем Паттайя или Пхукет. Какой контингент там людей? В основном, как мне показалось, этот город выбирают те, кто с детьми, потому что там спокойно, равнина, классный воздух, море, торговые центры, всякие развлекаловки для детей, большое комьюнити, где они могут тоже потусить, пообщаться между собой. В основном там семейные и пенсионеры. Все на позитиве, на чиле, на таком вот вайбе. В Хуа-Хине много экспатов.
и в основном из англоязычных стран. Большинство из них это уже пенсионеры. И какой интересный фактик я заметил. Большинство из них, мужчин, соответственно, возрастом 50+, они все с молоденькими тайками. И такой вопрос, назревает. Это город спокойствия или город любви? Искренней любви. Почему там так много европейских пенсионеров? Да, наверное, все просто. Для них жизнь там очень дешевая. С их зарплатами, а точнее с их пенсией. И интересный факт. Город исторически был курортом тайской королевской семьи. Поэтому здесь всегда делали ставку на спокойствие. А теперь про пляжи и районы. Если вы туда едете за пляжами, то мой рекомендацион: езжайте чем южнее, тем лучше. Там пляжи чище, красивее, меньше туристов, и картинка у вас будет интереснее. Я был на пляже Хаутакиап. Прекрасный пляж, спокойный, чистый. Можно покататься на банане, можно покататься на плюшке, можно просто посидеть в кафешке, позагорать. Классные закаты, покататься на лошадках, посерфить можно. Офигенно. Красиво, вода чистая, вода теплая, приятная. Но южнее этого пляжа есть еще один классный пляж. И по ориентирам, как его найти, просто пишите в Google картах Kiss Cafe. И вы все увидите. Там есть кафешка, рестик с бассейном, можно остановиться там, либо спуститься на пляж и кайфовать там, загорать, купаться, вообще классно. Даже на пляжах здесь нет ощущения плотной курортной толпы. Несколько слов про аренду жилья и аренду мотоциклов. В среднем жилье выходит $350. Можно найти дешевле варианты, можно найти дороже варианты. По поводу мотоцикла я не нашел никакой конкретной информации на маркетплейсах, но из тех объявлений, которые я видел, это в среднем $100 в месяц. И еще такой удивительный момент. Когда я проезжал по центральной улице, много помещений я видел сдается в аренду. Последний раз, когда я там был 3 года назад, мне почему-то казалось, что население города было больше, чем сейчас. Опять же, зависит, наверное, от сезона. Я был в феврале, в середине февраля, может быть, там не сезон, но не знаю, когда тогда там сезон, потому что погода была потрясающая, солнечно, теплая вода в море, все располагало к тому, что это сезон. Ну а в целом, когда видишь, такие картины о том, что много пустых зданий, пустых помещений, какая-то разруха, немножко становится не по себе, и ты чувствуешь себя как будто в фильме каким-то апокалипсисом, как будто сейчас где-то из-за угла выйдут зомби, почему там так пусто, кто там живет. Много, заброшенных зданий. Не знаю, с какого года они там стоят, но это колоритно. Несколько коротких интересных фактов. Город стал популярным благодаря железной дороге. Когда построили линию из Бангкока, туда начали ездить тайские элиты. Также это один из старейших курортов Таиланда. И еще здесь находится летний дворец короля. И это один из самых тихих курортов страны. Есть города, которые дают эмоции, а есть города, которые дают ощущение спокойствия. И Хуа Хин — это не про яркие впечатления, это про комфортную, размеренную жизнь. И если вам подходит такой формат жизни, где все спокойно, тихо, нет пробок, море, природа, горы, пляжи и так далее, да, вам этот город подойдет. Хотел бы лично я там жить? Думаю, да. Путешествия — это не всегда про яркие эмоции и вау, впечатления. Иногда они нужны просто для того, чтобы почувствовать другую атмосферу города, другую атмосферу страны, местного населения. Поэтому старайтесь чаще менять обстановку. Даже спокойные места иногда могут дать интересные ощущения. Спасибо за просмотр, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и пишите в комментариях, если тоже были в этом городе. Все, чао, какао, до новых встреч.